Привет, меня зовут Катерина Косихина, и я художник из Санкт-Петербурга. И вы на моем канале, где я рассказываю про жизнь художника и создание картин. Сегодня у нас финальное, долгожданное видео, в котором я расскажу, как прошло открытие моей первой персональной выставки в городе Ижевске. Прошла ровно неделя с открытия, и, если честно, я думала, что я смонтирую это видео намного раньше. Но круговорот событий просто закрутил меня, и мне нужно было время, чтобы привести мысли в порядок и спокойно рассказать вам обо всем, что произошло. За 7 дней я успела провести 2 открытия выставки, выдать младшую сестру замуж, обручиться и улететь обратно в Петербург. Насыщенные дни, так что устраивайтесь поудобнее, я сейчас вам все расскажу. Итак, 8 мая, день X. Частное закрытое мероприятие для моей семьи, родственников и близких друзей. День я начала со сборов, мне хотелось выглядеть просто на 100%. Вечером на открытии я заказала фотографа, чтобы он провел репортажную съемку мне в портфолио, а также сделал красивые кадры с семьей. Гостей мы ждали к 5 часам, но сами приехали на час раньше, чтобы проконтролировать кейтеринг с закусками, довести напитки, алкоголь, проверить этикетки к каждой картине, настроить плейлист с саундтреками, под которые я пишу картины, ну и встретить музыканта. На входную группу я заказала саксофониста, и надо было успеть познакомиться с нашим фотографом. Мне невероятно повезло, в этот вечер не было ни одного косяка от исполнителей. Это прям спасибо огромное. Гости начинали собираться, и мы просили их проходить в зону фуршета, а также послушать музыканта и посмотреть ижевских художников, которые представлены на первом этаже салона. Вся моя экспозиция находилась на 2-м этаже, и мне не хотелось приглашать туда зрителей, пока мы не скажем приветственное слово и не расскажем про концепцию выставки. Все мои гости приходили с цветами. Это было просто невероятно. При этом всем я не ожидала этого, и мне кажется, я в жизни никогда больше цветов не получала. Дома у нас, чтобы вы понимали, закончились вазы. Блин, невероятно просто, спасибо. После сбора всех гостей мы начали. В самом начале слово сказал владелец салона оранжереи искусств. Предлагаю посмотреть. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать всех поклонников, родственников Екатерины Косихиной, которая сегодня официально открывает свою первую персональную творческую выставку, которая связана с изобразительным искусством. И я, как куратор этого пространства, видел эти работы, уже успел посмотреть, но, конечно, мне безумно интересно послушать ее рассказы вживую. И у меня был букет приготовлен. Екатерина, мы от нашего салона тебя сердечно поздравляем с этим событием. Друзья, вам хотим пожелать доброго и хорошего вечера, чтобы вы провели его, потому что я знаю, как у вас, почти как семья, наверное, да, такой семейный вечер. Дальше я начала свое открытие. Мне очень хотелось поблагодарить в этот момент всех, кто пришел и кто разделял со мной данный вечер, а также немного рассказать про концепцию и основную мысль моей экспозиции. Я хотела попытаться погрузить людей в атмосферу творчества, а также немного направить их мысль в нужное, как казалось мне, русло. Вот отрывки из моей речи. Вот первый такой уже самостоятельный. Я безумно благодарна каждому. Здесь действительно самые близкие люди, моя семья. Вот, если вы позволите, я хочу поблагодарить отдельного человека, одного, без которого эта выставка бы точно не состоялась, потому что столько уверенности во мне и столько заботы за этот месяц я не получала никогда. И, честно, эта выставка — это очень большая заслуга, так что не зачтите, не знаю, что это неправильно. Я очень хочу поблагодарить своего молодого человека, который приехал сюда. Вот, я очень тебе благодарна, что ты сегодня помог мне исполнить мою мечту с моей семьей, и для меня это очень ценно. Так что спасибо тебе огромное. Вот. Так, и, значит, я хочу немножко вам рассказать предисловие своей выставки, что я вообще хочу донести немножко своим творчеством, про что это все. Уже все тут знают, я пишу море, и море для меня — это источник огромного вдохновения и мой способ самовыражения. Потому что я всегда пишу эмоции и пытаюсь донести до зрителя эмоции. И сегодня я хочу, чтобы у каждой картины вы прочувствовали какой-то свой личный диалог. Потому что когда каждый человек приезжает к морю, он погружается в себя и разговаривает сам с собой, проживает какие-то эмоции, какие-то свои проблемы, либо разделяет счастье, либо разделяет печаль. И как раз-таки это мой способ самовыражения и диалога со зрителем. Я хочу, чтобы у каждой картины вы немножко погрузились в себя и прочувствовали, про что это, что вы испытываете сейчас. Если у вас на душе счастье, вы бы разделили его со мной вместе с этой картиной, допустим.
Если у вас на душе что-то трудное, то вы бы посмотрели на бурю и увидели, что в каждой картине есть свет и луч, что означает, что всегда у нас впереди точно будет все хорошо, и у каждого есть своя надежда. Поэтому попробуйте немножко поговорить сами с собой. В нашем загруженном мире, в мире цифровой, цифрового шума, настолько важно остаться наедине с собой. Ну и, конечно, с вами будут дорогие вам люди. Возможно, вы захотите обсудить свои эмоции с друг другом, потому что это интересный опыт. Всегда у картин люди чувствуют абсолютно разное. И в этом прелесть диалога. И в конце я предлагаю вам посмотреть на название картины. И сегодня у многих картин подписи название картин — это эмоции. И разделить мою эмоцию со своей. Схожи ли они? Испытываете ли вы то же самое? Не знаю, или может быть у вас какие-то другие чувства? Самое важное для меня в серии этих работ – это диалог. Диалог человека с самим собой за счет визуального восприятия цвета и музыкального сопровождения. После выставки было приятно получать обратную связь от семьи, от друзей. Были ли их чувства схожи с моими в момент написания? Откликнулись ли им названия картин и их собственные чувства? Вот этот момент мне всегда очень нравится. Далее все гости прошли на второй этаж смотреть экспозицию. Мы дали где-то минут 10, чтобы каждый смог посмотреть все самостоятельно и прочувствовать. Больше всего обращали внимание на 5 картин. Это картина с отцом на рыбалке, ну естественно. Он и сам скромно сидел около картины и показывал всем, кто приходил в этот зал, свою работу, и это было очень мило. Классно все же, что я ее написала, и она вошла в экспозицию. Кстати, если вы не смотрели историю создания этого подарка папе, советую вам посмотреть вот здесь по подсказке. Также многих впечатлила картина с камнями, и рядом с ней картина «Лето». Так как многие присутствующих живут рядом с местом, откуда взят сюжет, очень часто ко мне подходили и говорили: «Катя, это ведь то самое место, мы правы, это же тот именно момент». Да, я всем отвечала, что да, это именно тот момент, именно то место. И это было забавно, что в первый день, что на второй день люди узнавали воду с картины «Лето». И еще 2 картины – это «Счастье и трепет», и на самом деле тут я могу абсолютно понять, почему настолько четко передались эмоции на холст, что мои чувства с чувствами зрителей совпали. После того, как все посмотрели экспозицию, я предложила провести небольшую экскурсию по 3 залам, чтобы рассказать, на какие 2 направления делится моя живопись, и немножко о том, как создавались полотна. Покажу вам небольшие отрывки. Любимый отец на вечерней рыбалке. Это был подарок моему папе. Если интересно, то процесс работы был не просто с фотографией определенной папы. Это тоже интересный квест — выбрать особую фотографию из миллиона, что мы получаем от папы. Мои более ранние работы как раз таки это этюды на тему музыки, на тему каких-то тоже фантазий, но это прям самое первое. Вот с этой розовой картины на самом деле началось вообще все море. А также можно вот на картине с маяком увидеть процесс разработки, то есть как идет от карандашного рисунка, идея, добавление цвета. Ну там, конечно, много вариантов, но я уже зафиксировала финальный. И уже перенос изображения такого легкого этюда на холст. Вечер должно быть что-то хорошее, и мы просто сели с ним на гранит. Был уже закат, и волны разбивались так о гранитную набережную Санкт-Петербурга. И мне было хорошо, потому что в моменте, когда Хорст сидит и не тянет тебя, это восторг, я вам скажу. Мы спокойно просидели с ним 2 часа, и вот этот сюжет, на самом деле, 1,5 года ждал своей реализации. Спасибо вам большое. Вот так предлагаю вам там еще покушать, попить, поболтать. Если хотите, можно фотографироваться, пока здесь фотограф. Далее, после завершения экскурсии, мы перешли на свободное общение, и кто-то спустился в зону фуршета, наслаждался шампанским, закусками и общением друг с другом. Только после личной экскурсии я смогла выдохнуть и насладиться моментом, действительно его увидеть, и увидеть то, что исполняется вот здесь и сейчас, моя мечта последних нескольких лет. Это невероятно.
Путь в 1,5 месяца, где я только мечтала, предполагала и боялась подумать. У меня не было ни семьи на выставке, на открытии, ни родственников как таковых, самых там близких к семье. И как будто не было ощущения полноты вот этой вот эмоции. Я решила, что все-таки я хочу сделать выставку в Ижевске. Через 1,5 месяца у моей младшей сестры свадьба, и мы едем туда на машине. Это как раз-таки отличный повод, чтобы дополнительно собрать всю семью, еще одно сделать красивое мероприятие. И вот уже через 1,5 месяца я стою в салоне художественном среди моих людей, родственников, семьи, и с ощущением того, что я сделала это. Это невероятно, и мне кажется, это совершенно два разных человека. Я на старте, и я сейчас. Хочу сказать спасибо всем, кто был со мной в этот вечер. Но на этом не все. 9 мая мы решили организовать второе открытие уже для гостей оранжереи, для моих подписчиков и подписчиков салона, и также просто моих каких-то знакомых, тех, кто меня знает и захотел бы прийти на личную экскурсию, после которой мы устроили личное общение со мной за чашкой чая. К сожалению, я забыла попросить, чтобы мне снимали отрывки, и с этого вечера у меня есть столько фотографий, но на самом деле со второй экскурсии на второй день я получила огромное количество обратной связи именно на тему того, как я говорю, как я рассказала про свою экспозицию. И очень часто мне говорили, что после того, как ты узнаешь, как создавалась картина, ты смотришь на нее совсем иначе. И если при первом просмотре экспозиции ты не так сильно обращаешь на какие-то детали и не так сильно прочувствуешь сюжет, то после того, как я провела экскурсию, для некоторых картины заиграли другими красками. И вот это было очень приятно. На экспозиции представлены картины, которые имеются в продаже. И все наличие вы можете посмотреть у меня на сайте katyboart.com. Кстати говоря, за первую неделю выставки самая моя большая, самая моя значимая картина уже нашла свой дом. Теперь она будет жить в городе Чайковске. Это очень приятно. Выставка в Ижевске продлится до 4 июня, и каждый может прийти в парк Кирова и посетить мою экспозицию. Надеюсь, вам понравится, и вы сможете прочувствовать свой личный диалог со стихией. На этом сегодня все. Пожалуйста, ставьте лайк, если вам понравилось, а также я очень жду ваших комментариев, ведь это невероятно помогает в продвижении канала. Сейчас в моей жизни так много перемен и так много изменений, поэтому подписывайтесь, потому что скоро мы с вами увидимся уже в совершенно новой главе.